Всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня, не забудьте подписаться, как всегда. Вход на телефон, который вы видите в обзоре, пишется собственно на этот смартфон. К сожалению, максимум 1080p с одной стороны, с другой стороны цвет, блеск, красота — это 120 Гц. Довольно мощный процессор, 300 тысяч баллов в Antutu. За эти деньги, в принципе, это космос. Внешний вид супер, и я скажу, что он выглядит намного лучше, чем он стоит. И много всяких других прелестей, о которых вы, разумеется, узнаете в обзоре. Самый главный и суперский плюс: он не хуже, чем Realme 8i. Он дешевле, чем Realme 8i. Смотрим. Недавно я разыгрывал стандартно 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео, которое я разыгрываю ежемесячно на канале для стримов. В записи оставил. Напоминаю, что на канале нет мата, хамства, рекламы и особенно сейчас политики. И рассказываю о железках. Почему у меня такое счастливое лицо? Потому что бренд Нарзы я покупал, по-моему, не знаю, раз 7 уже, наверное. По ссылке в правом верхнем углу самые интересные их модели, можете посмотреть мои обзоры. Пришло это дело мне с Китая буквально за недели-две. Возможно, на глобальном Алина Тимоле это дело тоже появится. Если появится, разумеется, по ссылке в описании я оставлю вам, где можно это дело купить. Что я имею? Я имею 4 гигабайта оперативной памяти, имею 128 внутренней, 33-ваттную зарядку. К сожалению, Helio G96, не люблю я этот процессор. Не лучший вариант, хотя 120 Гц, ультра смув дисплей. Вроде все должно быть хорошо, но мы все прекрасно знаем, что лучше всего оптимизируются, к сожалению, игры под куалкомовские процессоры. Хотя многие могут меня пытаться разубедить и говорить, что Qualcomm в прошлом нет. Нет, на ценники посмотрите у смартфонов на Qualcomm и у смартфонов на Helio. Вскрываем все это дело, максимально все стандартно. Синенькая упаковка с белой надписью, с маленькой желтой надписью Realme. То есть все тот же BBK. Что OnePlus, что Realme, что Oppo, что Vivo. Еще много всяких прелестей, о которых вполне возможно вы даже не слышали. Feel the power. Почувствуй власть. Власть здесь в первую очередь для меня синоним стоимости. Вы можете посмотреть, сколько в телеграм-канале по ссылке в описании к видео стоил данный телефон. Да и в принципе сейчас стоит на низком долларе. Цвет, блеск, красота, я скажу. Чехол чуть-чуть сереньким отливом. Мне это дело нравится. Квадрокамера, 4 штучки. Не нравится мне такой фэшн, но на вкус и цвет. У них всегда так. Хотя, с другой стороны, они, смотрите, как допилили. Ладно, максимум 33 ватта, никаких запасных там до 66 здесь нет. Вилка китайская. Почему? Потому что телефон китайский. Все, кто пишут, может быть у тебя подделка. Нет, друзья, когда ты покупаешь китайские смартфоны в Китае, это как раз нормально. Если ты покупаешь американские смартфоны в Китае, вот это уже может быть печально. Хотя их также там собирают. Длинный кабель не очень приятный на ощупь. Не сказал бы, что супер топовый. USB-C, USB-A длинный. И барабанная дробь. Основное это не документация, которая мне абсолютно не интересна. Вскрываем. Ничего до меня не трогали продавцы, и это хорошо. Разумеется, здесь есть Google сервисы, это вам не Huawei. Вот такая штука а-ля карбон. Защитная пленка на борту, как я люблю, фронтальная камера у нас находится в, получается, для вас левом верхнем углу. Ну и для меня вот так, а так для меня в правом верхнем. Мини-джек на борту Type-C находится на дне, как и у всех, и он не симметричен, к сожалению. Никаких водопадов, все довольно топорно, камера на 50 мегапикселей, никаких оптических стабилизаций здесь не указано, думаю, их и не может быть за эту стоимость. Нет инфракрасного порта. По поводу звучания стерео или моно говорить не буду, как только начну тестировать, расскажу вам. Кнопка с сенсором отпечатков пальцев, качелька регулировки громкости. И для чего мы все собрались здесь? Правильно, мы хотим посмотреть, можно ли в бюджетнике запихивать 2 физические карты и карту памяти. Все как мы любим. Мне Нарза, как Realme, нравится ценовой политикой. Допустим, сейчас, даже без обзора этого телефона, я советую посмотреть на ценник Realme 8. Если вы не видели, что это за смартфон. Realme 8i. В телеграм-канале я его постил вчера за 12 тысяч рублей. То есть там 120 Гц
И 12 тысяч рублей, но это мечта. И еще почему я такой счастливый, потому что, как вы видите по этому телефону, все 19 телефонов, которые я заказал в Китае, двинулись, и что-то из этого даже уже у меня в руках. Неделю где-то вообще никаких движений не было посылок с Алиэкспресса, я думал, что все, мы закрыты внутри и снаружи, русский язык, разумеется, сразу на борту, половина заряда, сразу показано, что модуль NFC работает, который вполне возможно многим не нужен, но те, кто знают, что Мир ПМ спокойно можно платить, я плачу Мир Pay, то никаких проблем у вас не возникнет. 197 граммов немало, к сожалению. Много, назовем вещи своими именами. Я надеялся на 188 максимум. Когда-то у меня был обзор на Asus ROG Phone 5 Pro. Он у меня выпал в чехле буквально через 1,5 часа после начала моих тестов, и я разбил экран. Вот такие чехлы — это плохо. Вот такие чехлы, которые полностью закрывают экран, это хорошо. Понятно, что с дури можно много чего сломать, но этот смартфон, мне кажется, сломать у меня лично не удастся. Сейчас я еще для вас проверю размеры его. Проверка обновлений все еще идет. Мне прям очень интересно, а вдруг там сразу обновление. Заряжен на этот смартфон. Надеюсь, что он будет хорош. 75,8 миллиметра. Ширина, толщина 8,5. С камерами толщина 10,5. Вообще цвет, блеск, красота. И по высоте это чудо инженерной мысли 164 миллиметра. В принципе, молодцы. Очень надеюсь, что это дело меня не разочарует. Я рад, что все продается хотя бы. Смотрим. Приобрести Narza 50 можно в черной или синей расцветке. Внешне смартфон похож на Realme 8i. И не только внешне. Тыльная часть из пластика выполнена под карбон. Рамки также из пластика. В руке без чехла лежит удобно и не выскальзывает, что очень даже хорошо. Материалы марки, но по большей части, если носить в чехле, то это не столь важно. На корпусе расположена утопленная в корпус кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, и я заметил, что она тарахтит, если потрясти телефоном, что, конечно, неприятный момент. Далее есть качели регулировки громкости с минимальным люфтом, разъем USB Type-C версии 2.0, два микрофона, динамики, основной разговорный. Звучание здесь моно, но неплохое, и технология Real Sound на борту. Также есть мини-джек, что очень даже хорошо, а вот ИК-порта стандартно для Realme не завезли. Слот полноценный на 2 сим-карты и microSD до, внимание, барабанная дробь 1 терабайта. Официально о защите от влаги не заявляли, да и салазки не прорезинены, так что делаем выводы, что никакой защиты здесь нет, даже намека. Внешний смартфон хороший. Сборка по мне слегка подкачала, хотя все относительно, учитывая стоимость. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,6 дюйма с разрешением 2412 на 1080 точек Full HD+, с 16,7 миллионами цветов. Соотношение экрана к корпусу, внимание, 90,8%, что для лоу-коста прямо топ. Матрица экрана плоская, как я люблю. Плотность пикселей эталонная 401 ppi, что очень хорошо для смартфона в этой ценовой категории. Яркости при прямом попадании света на экран лично мне не хватает, и пользоваться телефоном в солнечный день как минимум затруднительно, будете искать тень. Если измерять с люксометром, то максимально выдало 458 люкс или 134 кандела на метр квадратный. Смысла сравнивать с Realme 8i нет никакого, примерно те же тапки, только в профиль. Мне там также не хватало яркости. Освещение неравномерное. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц и 6-ступенчатая автогерцовка. Тач на 180 Гц, автояркость работает неплохо, подстраивается под освещение плавно. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Далее, мультитач на борту и берет 10 пальцев спокойно, быстрее даже, чем некоторые смартфоны, которые в 2 раза дороже. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает шустро, но промахи иногда случаются. Распознавание лица срабатывает стабильно, как и в большинстве смартфонов от Realme. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя, а биометрические данные регистрируются только одного лица. Подбородок внизу экрана есть, и он заметный. Экран в целом мне понравился, он насыщенный и четкий, но яркости мне лично не хватает, что неудивительно
неудивительно для IPS-экрана. Опять же, в солнечный день. В помещении хватит. В настройках также есть возможность включить технологию SDR to HDR. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G96 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого 2,5 ГГц, графический процессор Mali G57MC2, интерфейс Realme UI 2.0 и Android 11 версии. Оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 4 или 6 гигабайта. В настройках ее можно расширить еще на 3 гигабайта, и по факту это сильное дело не влияет ни на что. Единственное, как всегда бывает у Realme, подтормаживает камера, если вы включите это расширение. Опять же, мне так кажется. Внутренняя память UFS 2.1 на 64 или 128 гигабайт. Это не худший выбор, хотя бы UFS и то хорошо. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 серии. 5G сети не поддерживает, что в принципе нас и никак не беспокоит, и в перспективе даже беспокоить не будет, а для 4G бенды 7 и 20 на борту. Связь устройства ловит хорошо, звучание отличное, микрофоны, как и датчик приближения, меня лично не подводили. Запись разговора в стоке есть, но с уведомлением собеседника о начале записи, что многим не понравится. Вибромоторчик не топорный, но и не настраиваемый, что опять же неудивительно, в смартфоне за эту стоимость по-другому не бывает. Bluetooth версии 5.1 не последний, но и не совсем старый. NFC на борту, что хорошо. Возможно, в дальнейшем не только MirPay нам будет доступен, или даже MirPay не будет доступен, но не будем. Обычно мои пессимистичные прогнозы не исполняются. Только самые пессимистичные не по поводу железок или экономики. Из навигации на борту GPS от GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. GPS-тест в городских условиях показывает точность в 1 метр, что очень даже круто. Емкость аккумулятора 5000 мАч. PC-марки выдал 8 часов 34 минуты и осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Заряжается он с 0 до 50% от родного адаптера питания за 30 минут, от 0 до 100% за 1 час 10 минут. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Поедает за 30 минут игры World of Tanks 8% заряда, за час игры в Genshin Impact 22% заряда на минимальной графике при 100% яркости. Играть в целом комфортно, можно, но только на минималках. Постоянно проскакивают фризы и подвисания, если улучшить графику. Яркость смартфон понизил через 20 минут непрерывной игры в Genshin. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит хорошо. 133 гипса минимально, максимально 172 гипса и в среднем 162 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в синглкоре 533, в мультикоре 1810, 3D Mark показал Wildlife 1086, Wildlife Extreme 315, Wildlife Stress Test 1098, Wildlife Extreme Stress Test 320, Slingshot Extreme 2305, Slingshot 3274. В Antutu выдал почти 300 тысяч попугаев, а именно 297 тысяч. Storage тест показал также неплохие 26 965 баллов. 45-минутный стресс-тест неплохо проходит первые 20 минут, результаты вы можете наблюдать на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основная на 50 мегапикселей, макрообъектив на 2 мегапикселя и портретный объектив также на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Цифровая стабилизация на борту. Также в стоковой камере есть различные режимы для фото и видеосъемки, которые вы сейчас видите на экране. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей, находится он в верхнем углу. Он, конечно же, не маленьких размеров, но из-за расположения лично мне не мешался. Максимальное разрешение для съемки видео тоже 1080p 30 fps. Для такого маленького разрешения при видеосъемке картинка неплохая, и 100 по основному модулю справляется по мне неплохо. Синоним хорошо. Короткие примеры видеосъемки вы сейчас увидите, а примеры фотографий ближе к концу обзора. Ну что же, долгожданная Narza 50, фронтальная камера, максимум 1080p, что неудивительно. И что я могу сказать? Лучше всего, как говорится за меня, говорят всегда тесты и примеры камеры. Одни и те же условия практически. То есть сейчас вы видите, что я тестирую ее в ужасных условиях относительно изменения освещения. Выход из подъезда, вход в подъезд. Обычно так я мучаю аппараты только высокой стоимости. Это low cost. Автоматически, как только я вышел на улицу, на которой не хватает освещения, подсветку включил, собственно, аппарат. Если остановиться, то снимает он, кстати, довольно неплохо на уровне Vivo V23, хотя Vivo V23, опять же, стоит в 4 раза дороже. Ладно, окей, в 3, во-первых. Во-вторых, у него есть 4К 30 FPS. Но в целом, вот то, что я вижу сейчас у Narza 50, все-таки
BBK-Realme, потому что все-таки даже на Narza написано на упаковке. Как вы видели при распаке, Realme делает какие-то выводы. Фронталка становится лучше. Это точно не премиальная фронталка, но она дает форму некоторым BBK-евским флагманам. Если присмотреться, то шумов не так и много. Роллинг шаттера я не наблюдаю. Опять же, нужно будет смотреть на компьютере. И как многие меня поправляют: Саня, ставь на паузу, на слоумо, 300 раз пересмотри. Все-таки легкий роллинг шаттер есть. Так что я оставляю это вам на откуп. Сам от себя, конечно, добавлю в конце. Все-таки заметил я его или нет при нескольких прогонах. Вот. Но в целом я могу сказать только одно. Фронталка по мне вечером снимает лучше, чем я ожидал. А это значит хорошо. Потому что от Realme много я, в принципе, не ожидаю. Вырубил ретушь, двухоконный режим. В правом окне вы видите основную камеру. В левом, скорее всего, от вас все-таки в правом мое лицо. Это фронталка. И на основной камере можно делать X, X2, X5. Если остановиться, ну, ночью X вообще бесполезен. X2 ужасен, X5 еще более ужасен, один сплошной шум. По поводу меня на картинке вы видите худи. Капюшончик беленький, но не идеально белый, поэтому, в принципе, вот эта вот легкая желтизна, которую я сейчас, в принципе, хотя ее нет, это больше из-за очков. Из-за стекол. В целом, что? В целом я включил двухоконный режим только для того, чтобы сказать, что мне нравится эта раз, а два, что здесь, к сожалению, никак в их топовых аппаратах нет возможности, вот сейчас я с двух рук снимаю, менять окна местами в онлайне, либо делать квадратик, кружочек. Ну, вы сами понимаете. С другой стороны, в стоке данная штуковина — это всегда приятное дополнение. Ночь, 1080p, основная камера. Никакой, разумеется, оптической стабилизации в камере нет. Есть только цифровая. Это максимум, на что способен данный аппарат. Сейчас мы, самое важное, нашу стандартную гайку будем пытаться ловить автофокусом. Раз. Это практически на всех смартфонах я пытаюсь сделать. Два. И основная масса лоукоста, она справляется, кстати, наверное, хуже, чем этот аппарат. Потому что здесь может быть не супер быстро, но автофокус справляется. Притом вы видите, что уже довольно темно. Час ночи, Мурина, все стандартно, водичку видите. Вот здесь она подсвеченная, лучше ее, правда, не видеть. Вот они, районы, кварталы. Стандартно довольно сложная локация, часто ее снимаю. Вы видите, донор, в принципе, читабелен. Бывает, конечно, лучше, но лучше обычно бывает вот эта конкретно неоновая вывеска исключительно на девайсах супер дорогих. А вот остальные вдалеке, они, конечно, не особо хорошо себя показывают. Точнее, камера себя не особо хорошо показывает. По поводу стабилизации видите сами. По поводу того, как ведет себя свет, тоже. Но, кстати, стаб с двух рук работает неплохо. С другой стороны, чего хотеть от подобного разрешения? К сожалению, никакого космоса в этом разрешении нет. Вы видите, что малейшие какие-то изменения по освещению, и аппарат уже не справляется. Но, с другой стороны, от Narza чего-то супер бомбического я и не ожидал. Вот обычные, допустим, какие-то локации он может адекватно передавать. Если что-то супер сложное, то уже, конечно, да, камера теряется. Все дело в процессоре, как говорится. А если серьезно, все дело всегда в оптимизации, потому что сенсоры у всех практически одни и те же. Вопрос ПО, вопрос в том, как с этим ПО работает процессор, и на выходе вот мы получаем то, что получаем на картинке. Продолжение банкета ночь, но я включил суперстабилизацию, так называемую, у фронталки. Надеюсь, что кто-то увидит разницу. Я разницу вижу, но несмотря на то, что конкретно улучшилась стабилизация, я вижу конкретное ухудшение картинки. То есть, целесообразно ли
включать такой стаб я, если честно, не думаю. То есть нужно лучше терпеть лишний тремор, чем иметь вот такую картинку, потому что здесь более-менее все равно подсветка есть. Ну а с цветами вы сами видите глаза, то есть цвет глаз у меня серый, но может быть чуть-чуть голубые, а на картинке сейчас какая-то синяя штука, притом это не очки отливают. И немного перехода. Чем больше мне аппарат нравится, тем больше видеопримеров. Я понимаю, что большинство они не нужны. Фотопримеры я также запихиваю. Я понимаю, что если вы хотите серьезно себя проявить, то вы будете устанавливать Gcam, вы будете таскать с собой штатив, вы будете, к сожалению, с пеной у рта доказывать, что если установить Gcam, использовать штатив, под правильным углом ставить, и вы фотограф с 10-летним стажем, данный аппарат либо что-то подобное бюджетное сможет снимать на уровне каких-то флагманов. К сожалению, это не так объективно. К сожалению, все эти заморочки из разряда установки сторонних программ для съемки видео или фото, если это что-то лоукостовое, это удел, скажем так, людей, которые любят чем-то себя занять. Вот. Это не тот аппарат, на котором стоит извращаться. Если бы он стоил хотя бы в 2 раза дороже, наверное, там с уровня Realme GT Master Edition это стоит делать. На подобных вещах делать такого смысла нет. Нужно просто искать место, где побольше освещения, правильно вставать и пытаться максимально, не двигаясь, рассказывать вам какие-нибудь истории. Говорит, что камера отлично снимает. В целом, вот сейчас только что подключилась подсветка. Вы увидели, на что она способна вечером и ночью. Для фронталки все хорошо. Повторяюсь, что по большому счету это все клон Realme 8i, который бы я взял, потому что его реально приобрести за 12 тысяч рублей. Это прям цвет, блеск, красота. Логично, что лучше покупать какую-то посвежее модель, тот же Narza. Я не понимаю их нейминг. Мы имеем сейчас Narza 50, который я обозреваю. До этого, год назад, я обозревал Narza 50A, 50i, еще какой-то там Narza. Их было очень много, притом 2 у меня даже в пользовании. По-моему, 30-й еще какой-то. И в целом Narza молодцы. Они делают хорошие девайсы. И тест основной камеры Narza 50 а-ля Realme 8i. Почему а-ля Realme 8i? Вы можете сравнить с Peki. По большому счету, единственная разница это слегка в ядрах. И то не факт. То есть нужно будет дальше копаться, чтобы сказать точно. Единственный плюс в чем Narza? В первую очередь в том, что он где-то на процентов 5-7 в стоке дешевле. То есть он изначально дешевле. Второе, это то, что он намного лучше выглядит. Третье, по мне, лучше оптимизация. Я недавно сравнивал Realme 8i и 9i. И, наверное, третий момент, это все-таки то, что вы получаете смартфон однозначно с новым аккумулятором и всем практически полностью новым железом. Если Realme 8i можно нарваться на девайс, который уже год лежит на складе, здесь априори это невозможно, потому что это модель 2022 года. Как она снимает, как записывает звук, поэтому я сейчас и долблю по этому мячику. Вы сейчас слышите, по большому счету разницы быть между ним и Realme 8i не должно. Максимум 1080p, это основная камера. И в целом, я думаю, тест закончен. Вы видите, насколько белая кофта с красной надписью, седые волосы в бороде и черно-красная ракетка. Смотрим. И фронталка с тем же банкетом. На фронтальной камере также 1080p. Также вы сейчас видите, как она отрабатывает, допустим, у нее автофокус, если он отрабатывает. Вы слышите, как работает микрофон у фронтальной камеры. Еще раз повторяю, что у Narza, как и у некоторых моделей Realme, мне нравится, что фронтальная камера находится не по центру, не в капле, а справа в верхнем углу. Это по мне удобно при просмотре фильмов и остального. Особенно, когда ты пользуешься каким-нибудь там айфоном и вроде бы привык к моноброви, но с другой стороны этим моноброви всегда не нравится. К чему это все? К тому, что камеры, как сказали некоторые, не фонтан, но опять же, если сравнивать их со смартфонами хотя бы за 1030 рублей, а когда смартфон 12 тысяч, учитывая настоящий курс, я сегодня постил этот смартфон, он выходил в 12, по-моему, 300. Ну, цвет, блеск, красота, опять же, это лично по мне. Основная камера 1080p, к сожалению, здесь нет ультраширика.
на 1080p, да и вообще, как отрабатывает стабилизация цифровая, вы видите. Несу телефон в двух руках. Это великий и ужасный май, 3 мая, город Мурино, Ленинградская область. Пока весны здесь нет, но может быть будет к июню ближе, надеюсь. Почки во всяком случае появились, но это не экскурс, скорее всего, в какую-нибудь климатическую историю. Я в первую очередь хочу рассказать, что сегодня курс доллара падал до 60, по-моему, 9, потом до 66, но быстро откатился на 70. Вряд ли нам дадут покупать гаджеты по курсу ниже, чем 70 рублей за доллар. Алиэкспресс уже все посылает. Видите, нар за 50. 19 дней был в пути, из них 2 дня отслеживался. Через 17 дней появился у меня в руках курьером Почты России. Я, если честно, в шоке, в позитивном, но и это может быть хорошо. Вот сейчас вы видите уток. Мораль проста, Алиэкспресс все доставляет. Если брать X, он плавный. X10 мыло мыльное. Мучить телефона подобным Иксом не стоит. Во всяком случае дешевые. В супердорогих флагманах на Самсунгах в принципе X10 выглядит нормально. X3 вообще хорошо, особенно там, где есть оптика. Ну, в целом неплохо. Неплохо, на паузу ставить можно параллельно фотографировать. И еще немного фронтальной камеры с пересветом. Сейчас рассеянный свет. Вы видите, что позади меня происходит, точнее, видите это довольно плохо. Ну вот так будет вас снимать фронталка стандартным пасмурным днем в городе Петербурге. Разумеется, немного теста автофокуса для основной камеры днем. 1, 2, 3. Ну, днем намного быстрее, чем ночью. Вы и так видите. Минусы: нет ЭК-порта, нет записи разговора в стоке. Насчет сборки остались вопросы. Яркости экрана мне лично не хватает. Также хотелось бы для основного модуля 60 FPS при видеосъемке. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Учитывая ультра низкий ценник для доллара, я советую вам заморочиться и купить на Али все-таки, а не где-нибудь на Яме. Почему? Потому что если даже у вас не проходят карточки, вы всегда карту, привязанную к сотовому телефону, можете использовать для оплаты в приложении. То есть вы, проще говоря, вбиваете свой сотовый при оплате на Али, а в приложении уже у вас выставляется счет. Плюс есть вариант оплатить Киви долларами или рублями, и на Тмоле, на Алиэкспрессе, но там пока нет этого смартфона, также можно покупать за счет любых карточек, без каких-либо проблем. Не забывайте подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Нас там уже больше 44 тысяч человек, к слову. И только интересные предложения. Резюмировать я хотел бы и печально, и с счастливым лицом. С одной стороны, и с другой. Почему? Потому что это тот же самый Realme 8i, только в другой упаковке. Его за год допилили, его за год в прошивке сделали более чем отличным. То есть все, что может железо, этот смарт может. Когда ты кладешь телефон, который только распаковал и обновил, у себя в квартире на стол, включаешь GPS-тест, и он тебе показывает точность 1 метр, это круто. Когда ты играешь в довольно тяжелые игры, пусть даже на минималках, и они не лагают хотя бы первые полчаса, это тоже хорошо. Когда съемка, конечно, в низком разрешении, но качественная, то есть выход, я опять пишу на него, это тоже хорошо. В целом аппарат за свои 12 тысяч рублей, а сегодня по курсу он даже, по-моему, 11,5. Это цвет, блеск, красота. Они сделали оптимизированный Realme 8i с новой батареей, потому что если вы будете покупать Realme 8i, неизвестно, где он был и сколько он лежал на этом складе. В новом дизайне, с допиленным ПО, и это отличный бюджетник. Нарза всегда молодцы. Подписываемся с колоколом. Не забывайте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. Разумеется, телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Скоро Redmi K50 Pro, не путайте, Redmi K50 у меня уже был на обзоре. Разумеется, Realme C35, помимо этого Realme 9 и еще много всяких телефонов, которые, к счастью, мне уже пришли. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!